Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, вот Зеленский попрошайка. Такой-сякой себя ведет несолидно, непорядочно и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно. И никакой он не попрошайка. Уж поверьте моему богатому опыту, я точно знаю, как выглядит настоящий попрошайка. Благо, зеркало у меня в доме имеется. Ведь то, что Зеленский просит у Запада оружие, это же неплохо. Плохо то, что Запад ему это оружие дает. Хотя, скажу честно, если бы Россия грешным делом посмела напасть на Беларусь, я бы лично никогда б не попросил у этого Запада оружия. Потому что у Беларуси достаточно своего оружия, чтобы запросто сдаться и не рыпаться. И я убежден, что если Россия берет кого-то под свое двуглавое крылышко, то проблем у этой страны больше никогда не будет. Не верите мне? Спросите у Пашиняна. Хотя его сейчас лучше не дергать, у него там сейчас куча проблем каких-то. Но речь не об этом. А возвращаясь к теме попрошайничества, хочу заметить, что его часто путают с другими вещами. Вот вспомните в самом начале нашей пресс-конференции, когда я садился в это кресло, я не удержался и случайно громко пукнул. Все ж слышали, да? Ну, те, кто не слышал, после конференции не расходитесь, я для вас повторю на бис. Так вот, после того, как я это громко сделал, я в тот же момент у каждого из вас попросил прощения. У вас попросил, у вас попросил. Но это ж не говорит о том, что я попрошайка. Это говорит о том, что я пердун старый. Чувствуете, какая тонкая грань? А что касается большой политики, так там вообще нет такого понятия, как попрошайничество. Вот, например, мы с Путиным часто друг друга о чем-то просим. Я прошу у него деньги, он просит меня не просить у него деньги. Кто в этой ситуации попрошайка? Никто. Потому что мы деловые партнеры. Мы же не зря союзное государство, где у России своя сфера влияния, а у меня своя сфера виляния. А вилять я, как вы знаете, умею неплохо. Или приведу другой пример. Путин попросил у Северной Кореи боеприпасы. Точнее, Шойгу попросил Путина, чтобы Путин попросил Шойгу, чтобы Шойгу полетел в Северную Корею и попросил для Путина боеприпасы. Кто в этом случае попрошайка? Правильно, Пригожин. Потому что он изначально клянчил их у Шойгу с Герасимовым. Тем более, что сейчас на Пригожина можно все что угодно списывать. Вы же слышали, Путин недавно заявил, что при обысках в офисе Пригожина нашли 10 миллиардов рублей и 5 килограммов белого порошка. Как он называется? Слышишь, как этот порошок называется, который нам Лавров из Аргентины привозил когда-то? Как кокс? Да, 5 килограмм кокса нашли у Пригожина. Правда, потом уже выяснилось, что это был обычный стиральный порошок. Но это же еще ужасней. Получается, все это время мы имели дело с каким-то непонятным стиркоманом. Да если б я знал, что он нюхает стиральные порошки, я б ему тогда никаких гарантий безопасности б не давал. А я и не давал так безопасней. Ладно, проехали. Кстати, хочу вам похвастаться, чтобы не заниматься попрошайничеством у всяких там Илонов в масках. Наши умельцы соорудили аналог системы Starlink. Не за миллиард, а за небольшие деньги. Теперь осталось только понять, как за небольшие деньги построить ракеты и запустить за небольшие деньги небольшое количество небольших спутников на очень большую высоту. Но это все, как говорится, в перспективах. А вот что косвенно можно назвать попрошайничеством, так это награждение старшего сына Рамзана Дондоновича Адамчика званием Героя России. Кто-то ж об этом кого-то попросил, так ведь? А кто-то, в свое время постеснялся и не попросил.
Так бы и у моего Коленьки уже было бы звание Героя России. Хотя не факт. Он же у меня заключенных не мутузит на камеру и в ТикТок это не выкладывает. За что ему получается давать такие награды? Ну и чтобы окончательно закрыть уже всю эту тему, вон позавчера у Путина был день рождения. И в этот день, я знаю, все украинцы попросили у Всевышнего, чтобы Владимир Владимирович на свой день рождения, скажем так, отрицательно родился. Некоторые, возможно, скажут, что это своего рода попрошайничество. Но большинство считает, что это самое обычное желание любого здравомыслящего человека в этом мире. И тут, как говорится, не поспоришь.